Я пришел, потому что я люблю тебя, Катя. А ты забыла меня? Это правда? Катя. Катенька, я теперь знаю о твоем отце больше всех людей на земле. Сочетание красоты внешней и внутренней встречается не так уж часто. Этим свойством в полной мере обладала Ольга Заботкина, блистательная танцовщица и талантливая актриса второй половины 20 века. Объект поклонения мужчин и предмет зависти женщин, она царила на сцене и втайне от всех переживала тяжелые личные драмы. Ольга Леонидовна появилась на свет в январе 1936 года в Ленинграде. Ее отец, выпускник Пажеского корпуса, служил инженером и скончался в блокаду в голодном 1942. Мама, дворянка по происхождению, всю жизнь водила экскурсии по Ленинградскому музею этнографии. Оля с детства грезила балетом. Так получилось, что избранная профессия явилась не только призванием, но и спасла девочку от голодной смерти. В военные годы маленькие ученицы интерната при хореографическом училище имени Ваганова регулярно получали необходимый продуктовый паёк. Полный курс училища девушка окончила в 1953-м. Из знаменитых стен Вагановки она вышла прекрасно обученной классической балериной. Педагоги-репетиторы отмечали превосходные физические данные выпускницы, волевой характер и тонкое чувство художественного стиля. С наилучшими рекомендациями Заботкину приняли в штат театра оперы и балета имени Кирова, нынешней Мариинки. Практика приглашения балетных артистов на драматические роли была для советского кинематографа делом обычным. В 1955-м юная Ольга тоже отправилась по этому пути. На роль Екатерины Татариновой в картине «Два капитана» ее утвердил сам автор литературного первоисточника Вениамин Каверин. Он утверждал, что свою Катю задумывал именно такой, хрупкой, но мужественной, прожигающим сердце взглядом. Ты Катя. Ты Катя. Я же. Господи. Я писал тебе каждый день. Сотни писем. Одно попало сюда. Мне ответили. И вот я здесь. С тобой. Господи. Неужели это ты? Ты Катя. В том же году Заботкина сыграла в нескольких эпизодах мелодрамы Фридриха Эрмлера «Неоконченная повесть». Ее героиней стала студентка Надя. Совершенно иной образ ждал актрису в телевизионном спектакле «Дон Сезар де Базан». Я слишком бедна, чтобы иметь богатых друзей. И так давно лишилась матери, что разучилась доверять своей радости и печали кому бы то ни было. Но почему же именно мой квадрупль вас так огорчил? Дело в том, Монсеньор, что это либо слишком много, либо слишком мало для меня. Я не понимаю вас, дитя мое. Но ведь это же слишком много бедной девушки, чтобы быть сытой. Но слишком мало, чтобы стать счастливой. Она перевоплотилась в страстную испанку Маритану, которая не желает разменивать истинную любовь на мимолетную связь с королем Карлом II, добивающимся ее благосклонности. В 1962-м Ольга получила еще одну главную роль. В образе молодого архитектора Лиды Бабуровой она появилась в музыкальной комедии «Черемушки». Типичное жилище второй половины 20 века. Эпоха раннего железобетона, эра типовых деталей. Все вещи подлинные, руками не трогать. А из вас бы получился неплохой экскурсовод. Ну что, я только экспонат. Мое место где-то в конце 19-го, начале 20 века. Живое пятно капитализма. Ну, значит, мы с вами разошлись на 3 столетия. Всего. Моя специальность 17 век. Музыку к фильму написал Дмитрий Шостакович, а вокальную партию героини Заботкиной исполнила заслуженная артистка РСФСР Зоя Рогозикова. Последняя киноработа Ольги Леонидовны – королева из фильма балета «Спящая красавица». Экранизация произведения Петра Ильича Чайковского увидела свет в 1964-м. Сцене Мариинского театра Заботкина отдала 25 лет. Четверть века эффектная и темпераментная балерина исполняла сольные характерные номера в ведущих постановках. Зрители рукоплескали в «Лебедином озере», «Дон Кихоте»,
«Каменном цветке», «Золушке» и других известных спектаклях. Женское счастье долго обходило Ольгу Леонидовну стороной. В 1958 в гостях у друзей она познакомилась с Алексеем Баталовым. Между молодыми людьми завязались романтические отношения, завершившиеся скорым расставанием. Инициатором разрыва был Алексей Владимирович. Незадолго до встречи с Заботкиной актер развелся, испытывал проблемы с жильем и деньгами. Не желая становиться обузой, мужчина без объяснения причин уехал в Москву, оставив возлюбленную с разбитым сердцем. После неудачного романа Ольга дважды выходила замуж за людей творческих профессий. С первым мужем, фаготистом Сергеем Красавиным, она состояла в браке 5 лет. Развод дался женщине настолько тяжело, что следующие десятилетия она и думать не желала о замужестве. В 1980-м Заботкина встретила на своем пути начинающего пародиста и поэта Александра Иванова. После непродолжительного знакомства Ольга Леонидовна и Александр Александрович поженились. Досужие языки поговаривали, что молодожены не подходят друг другу, но отношение актрисы к мужу опровергало эти домыслы. Балерина уволилась из родного театра и вместе с супругом переехала в столицу. Пока Иванов строил карьеру на телевидении, жена исполняла обязанности его секретаря и концертного директора, параллельно решая все бытовые вопросы. До перестройки жизнь семейной пары шла как часы, но в 90-е годы передачу Иванова «Вокруг смеха» сняли с эфира. Потеряв работу, Александр Александрович впал в депрессию, которая усугубилась алкоголем. Ольга Леонидовна боролась за супруга, но несмотря на ее старания, он скончался от инфаркта в 1996 году. После смерти мужа у Заботкиной диагностировали онкологию. Артистка свела к минимуму контакты с внешним миром и тихо угасала в своей квартирке. Единственные, кто скрашивал ее одиночество, были домашние питомцы, ведь детей и близких родственников у женщины не было. Ольги Леонидовны не стало в декабре 2001 года. Согласно последней воле балерины, ее прах перевезли в Санкт-Петербург и предали земле на Смоленском кладбище северной столицы.